Джеймс очнулся в незнакомом месте, и первое, что он почувствовал, это резкая боль в голове. Последнее, что он помнил, это поездка на мотоцикле, ветер в волосах и ощущение свободы. Теперь же вокруг него стояло медицинское оборудование, а трубки, подсоединенные к его телу, напоминали о том, что он не в безопасности. Сквозь туман сознания он услышал голос своей жены Эмили. Она говорила о его состоянии, и в ее голосе было что-то, что заставило его насторожиться. «Он больше не проснется», — произнесла она, и Джеймс почувствовал, как его сердце сжалось. Эмили добавила, что его мать не должна вмешиваться, и это решение казалось ему странным. Он хотел закричать, сказать ей, что он здесь, что он жив, но его голос был заперт внутри. Эмили выразила желание отпустить его, но врач, стоящий рядом, сказал, что его родители верят в него. Это было как удар молнии. Он не мог поверить, что его жена собирается сдаться. Эмили попросила врача уйти, и в комнате остались только они двое. Она подошла к оборудованию, и Джеймс с ужасом понял, что она собирается отключить аппараты, поддерживающие его жизнь. В этот момент он издал странный звук, который, казалось, был единственным его признаком жизни. Эмили резко обернулась и вызвала врача. Врач и медсестра вошли в комнату, осмотрели его, но он все еще находился в коме. Однако медсестра заметила, что Джеймс приоткрыл рот и начал сжимать вату, лежащую рядом. Врач, с удивлением глядя на Джеймса, подтвердил, он вышел из кома. Джеймс, осознавая, что он снова в сознании, попросил врача не сообщать Эмили о его состоянии. Он не хотел, чтобы она знала, что он может слышать и понимать, что происходит. Внутри него зарождалась решимость действовать, и он чувствовал, что должен взять свою жизнь в свои руки. Тем временем Эмили сообщили, что Джеймс умер. Она приехала в больницу, чтобы убедиться в этом, и когда она вошла в палату, сердце Джеймса разрывалось от боли. Он знал, что она пришла прощаться, но он не мог позволить себе показать ей, что он жив. Вернувшись домой, Джеймс застал Эмили с другим мужчиной. Его гнев вспыхнул, как огонь. «Выходите из моего дома!» — закричал он, и его голос, полный боли и предательства, заставил их обоих обернуться. Эмили пыталась оправдаться, но Джеймс был непреклонен. Он сменил замки и попросил охрану не впускать никого, кроме своих родителей. Джеймс завершил бракоразводный процесс, и Эмили отказалась от своей части имущества, чтобы не выплачивать долги. Это было ее решение, и Джеймс чувствовал, что это был его шанс начать новую жизнь. Спустя некоторое время он решил, что готов к новым отношениям. Воспоминания о Эмили все еще терзали его, но он знал, что не может оставаться в прошлом. Он пригласил медсестру, которая заботилась о нем в больнице, на свидание. Она была доброй и внимательной, и между ними возникло что-то особенное. Это была новая история любви, и Джеймс почувствовал, что наконец-то начинает заново. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.